привет, мои дорогие! Эта зима выдалась на удивление снежной и холодной. Но цикл природы не остановить. Постепенно погода становится теплее. Дневные часы увеличиваются и приходит весна. Появляются первые лучи. Становится теплее. Весна незаметно подготавливает нас к лету, и уже из земли появляются первые ростки. Это замечательно. Весна является символом обновления и восстановления природы после зимней спячки. Мы наблюдаем, как весь живой мир обладает невероятной жизненной силой и способностью к возрождению, что после темноты всегда наступает свет, а после холода – тепло. Это не может не радовать. Циклы природы, которые мы видим, прекрасны. В этом влоге я хочу вам рассказать захватывающую историю о моих весенних приключениях. Поэтому давайте переместимся в конец зимы, когда мы решили поехать с семьей на отдых в снежную Карелию. Сборы были недолгими, и вот мы уже стоим на вокзале. Утром меня разбудили первые лучи солнца, и я долго любовался алыми красками рассвета. Нас было 5. Я и мои родители, мой брат Глеб и его супруга Даша. Север встретил нас вкусным завтраком и хорошей погодой, и буквально через несколько часов мы доехали до затерянной в лесу турбазы, которая стоит на берегу реки Вокса. В Карелии удивительное количество рыбы, поэтому я с братом решил сходить на зимнюю рыбалку. Но, к сожалению, я забыл всю наживку и червяков дома. Это была проблема. Поэтому мы решили собраться на непродолжительный семейный совет и пришли к выводу, что необходимо попросить в столовой мясо лося и попробовать ловить на него. С подготовкой к этой рыбалке на самом деле было тоже много вопросов. Так получилось, что я с братом давно хотел половить в Карелии рыбу зимой, но больше из семьи нашего восторга никто не разделял. Поэтому в начале зимы мы договорились, что подготовимся и порыбачим вместе, спокойно, без всех. В итоге к рыбалке по-настоящему готовился только мой брат. Он пересмотрел кучу обучающих роликов, нашел себе новые удочки, сам их настроил. Я же, в свою очередь, взял все, что было под рукой в кладовке. И так и поехал. Но неожиданно на месте решили ловить все члены семьи. Поэтому мы решили распределить имеющиеся удочки на всех. Несмотря на сильные морозы, которые были, лед достаточно тонкий. То есть сверху, если чуть-чуть наступить, уже будет вода. И он сделан, именно сам лед, сформировался как слоеный пирог.
сверху вода, затем лед, затем опять вода, и потом опять почему-то лед. Видимо, когда были морозы, он застывал. Когда морозов не было, там образовывался снег, вода, и лед еще недостаточно спрессовался. Температура была не очень холодная. Природа завораживала. Ты ощущаешь буквально чувство простора, безграничность. Чистый воздух по-особенному бодрит кровь. Тишина такая, что уши режет. Иногда только слышишь звуки природы, окружающих тебя людей и никого больше. В первый день мы ничего не поймали. Все очень устали, но окончательно заразились желанием поймать хоть какую-нибудь рыбку на следующий день. В этот день мы решили поменять стратегию ловли. У рыбаков мы попросили червяков и начали постепенно обходить озеро и через каждые 40 метров бурить по лунке. Бурить лунки становилось все сложнее и сложнее из-за прошлого дня. И спустя пару десятков просверленных лунок мышцы просто отказывались работать. Автором нашей стратегии был мой папа. И надо отдать ему должное. Первую долгожданную рыбку поймал он. Посмотрите, какая она красивая. Глеб! Что за рыба? Окунь. Примерно понятно, как ловить? Но это было только начало. Всю силу рыбалки мы ощутили после обеда. Внезапно нам улыбнулась удача, и все начали ловить рыбу. Есть. Да не просто ловить, а вытаскивать одну за одной. Это были небольшие и средних размеров окушки. Я тоже смог поймать одну рыбку. Кстати, всю рыбу мы отпустили, а вот во время обеда повар сказал, что зря. На турбазе есть много кошек, которые эту рыбу просто обожают. И мы решили, что такой ошибки мы больше не допустим. Пока вся моя семья продуктивно и успешно рыбачит там, я в свою очередь, мне уже немножко надоела рыбалка. Потому что я особо ничего поймать не могу, только мерзну около лунки. Поэтому я хочу сходить к островам на горизонте. Я на дроне видел с воздуха, что на горизонте большое количество разных островов. И с холма, который находится позади меня, казалось, что до них недалеко. Я уже один раз пытался дойти, дошел до середины озера. Кажется, что когда смотришь с холма, то вот это вот расстояние до объектов, оно немножко сжимается, потому что высота скрадывает. И, получается такая искаженная перспектива. В реальности, я думаю, до них 3 километра или 5 километров, и я смогу это расстояние пройти минут за 60 или за 40. В общем, решил на это отложить и потратить полдня. Не знаю, что я там буду делать, но, возможно, я смогу найти следы диких животных. Вчера ездили охотники, и они смогли добыть лося. И, в принципе, на соседних здесь островах ходит много лосей, кабанов. И если мне повезет, я смогу найти какие-нибудь следы лосей. Но если не повезет, ничего не найду. Просто прогуляюсь. Так что вот. Ну что ж, в путь.
Что ж, похоже, я немножко устал, мне нужно передохнуть. Трудноватый выдался походик. Каждый раз, когда я устаю, надо что-то делать, или происходит какое-то приключение из ряда вон выходящее, каждый раз я стараюсь говорить себе одну и ту же мантру. Егор, ты сильный, ты сможешь, ты справишься. И вроде это работает. И сейчас тоже я полежал, немножко подзарядился энергией, поговорил себе, что я сильный, и пойду к другому берегу. Вот как-то так. Пока я путешествовал по водным просторам, моя семья смогла поймать много рыбы, окуней и плотвы. И больше всех, конечно же, поймал Глеб. Коты, которые жили на турбазе, были дикие и немного побаивались людей. Поэтому самое интересное было наблюдать за борьбой голода и страха. И после нескольких минут томительного ожидания и уговоров голод все-таки победил. Крокодила теперь. Лето закрывается. Путешествие заканчивается, и мы переносимся в домик. Начало весны. Today is so beautiful. Каждую субботу у меня день еды. Я готовлю еду на всю неделю. Основные блюда состоят из круп, рыбы, иногда мяса. Приготовление еды – это, конечно, интересно, но обычно у меня на это не остается времени. Поэтому я вывел для себя простую формулу. Готовлю раз в неделю самую простую, полезную и быструю в приготовлении пищу. Внезапно пришла весна и принесла с собой теплую погоду. Лед начал таять. Птицы, утки и чайки, которых я не видел многие месяцы, пролетели обратно и подарили мне весеннее настроение. Я люблю это время года, когда вокруг все оживает и преображается. Но одновременно с этим весна – это еще и самое грязное время. У меня ассоциируется с уборкой, починкой вещей после зимы, подготовкой к лету.
Сейчас уже май, который постепенно переходит в лето. Спасибо большое всем, кто посмотрел мой ролик. Следующий будет, наверное, месяца через 2. Это уже будет летний влог. Но до этого влога выйдет еще 1 или несколько роликов на другую тематику. Спасибо большое вам. Пока-пока.